Друзья, всем приветствую! Вы на канале BLStream. С вами Михаил. Продолжаем мы Horizon Zero Dawn комплект Edition проходить, то есть полное издание. У нас второй стрим прохождения. Вчера мы знакомились. Вчера еще за кадром сделал некие такие графические настройки, потестировал. Ну, типа ультра, не ультра, все равно 60 там FPS надо лочить. 120 у меня не выдает ни в коем случае. Вот, как-то так. Ну, вроде как оптимизировал более или менее. Приятного всем просмотра, хорошего вам дня. Едем дальше. У нас остается переночевать там, по-моему, у костра и уже пройти круг как это? В общем, чтобы нас приняли в племя. Да, и, ну, посему я типа не тороплюсь, стараюсь еще выполнять какие-то квесты. Да, вчера мы как раз таки здесь закончили. Так, надеюсь на ваше... Если будут лагать понимание, напишите, пожалуйста. Вроде все сегодня еще подшаманил. Так. Я к тому, что не должно ничего у нас с вами там тормозить, пропуск. Ну, если я правильно информацию начитался.
в Google. Так, лады. Нам надо помочь что-то. Наведите метку, нажмите G, чтобы пометить их как помеченные следы. Отобразить путь. Помните, да? У нас вчера один паренек попросил спасти его там сестренку, что ли, или кого-то, девушку. А она спряталась у нас якобы на дереве. Вот. Ох, я сегодня, да, пораньше прям встал, прям все зарядился. Надо только бы проснуться, разбубниться, разговориться. Так, Alt, перекат, я помню. C, присесть. Не, все равно геймплей надо привыкать. Причем, знаете, текстуры вот эти, я посмотрел обзоры, графики, как делают. Вот эти текстуры, типа настройки графики, они вообще не влияют. Что большие, что маленькие. Ну, то есть разницы особо никакой нету. Поэтому... Ну, с плойки все же. Здесь след Арана обрывается. Так, а куда нам? Наверное, тут она и увидела падальщика. Пойду за ним, найду и копье. Какое-то копье вернуть. Да, вот я что хотел еще сказать. По поводу вчера, вот это вот экшоны, не экшоны, что там нравится, что там не нравится. Друзья, я не гонюсь ни за какими трендами, потому что эта гонка, она ни к чему хорошему, как обычно, не приводит. А идти на поводу, я понимаю, что одним что-то нравится, другим другое нравится. Да, в плане сюжета. Ой, в плане этих жанра игр. Поэтому, ну, будьте вежливы друг к другу. Типа, что-то вам понравилось, следующая, может быть, игра вам жанр не подходит. Но потерпите, будет и ваш жанр рано или поздно. Чего ж в этом такого-то нету? Мы же с вами тут собираемся-то пообщаться, поотдыхать, как говорится, да, там? Приберегу на потом. Что-то, может быть, про игру обсудить. И сюда их, кстати, воткнули. Так. Лески, я помню, кушка. Наверняка он пересек реку. Надо посмотреть на том берегу. А, вот она. Отобразить путь. Кстати, хочу отметить, игрушка-то довольно-таки интересная. Можно поиграть, можно покатать. В моем, наверное, случае. Но это не первый такой жанр. Хотя, может быть, и первый. Типа что-то с луком, что-то экшен. Это никак не похоже на Souls игры, но... Все же вид от третьего лица. А, так, обнаружена новая точка костер. И меня кто-то, главное, видит. Пойдем-ка сохранимся. Стой, так это не там костер. Че, у нас народ не проснулся, да? Я-то думал, пораньше будет, получше. Ладно, автосейв сделаем. Угу, огненная стрела. Вот этой штукой я не пользовался еще. Частота отправки сообщений. Вот он. Ну что, вперед. И вперед за звездой что-то. Кого-то там сейчас, возможно, надо будет убивать. Слушай, там какой-то гусь. Это очень далеко.
Подожди, подожди, подожди. Я ж еще не раскликался. Александр, приветствие. А я нифига не понимаю, куда их бить. Доброе. А я не ложился. У меня нету, короче, больше травы. Не, в баню, сейчас переиграю. Нужно после ночной смены. Что-то, короче, я вообще не понял. И эти огненные стрелы, то ли они тут не нужны, то ли у меня... Я не проследил, не отследил, как они... Вот он. Ну что, вперед. Так, сложность у нас предпоследняя. Последить надо, куда там их бить. А то что-то я навожу их стрелами, а их много-много-много. А что так не ложился-то? Так, ну ладно, этого я понял. Туловище. Здесь желтые метки надо бить. Да, брат, тебя аж не видно там. Я не могу просто. Ой, да почему правой кнопкой-то стрелять-то с этого лука? Ну левой проще. Ой. То есть я, чтобы стрельнуть, мне надо правую прицелиться, потом левой прицелиться. Ну ладно, хорошо, хорошо. Сейчас я... Копье, блин. Ну что, вперед. Заметил меня.
Ай, как же классно. Оружие. Арана так обрадуется. Так. Боеприпасы кончились, а мысли нет. Еще один удар. Стой, 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 стой. Блин, как же тяжело-то все-таки, а? Теперь будет полегче. Какие, блин, штуки. Получена спираль заражения, провод металлический. Саш, как слышно, видно? Нормально все? Или что-то может убавить, прибавить там? 5-й левел. Магия, магия. Так, ладно, с огненными стрелами нам придется потерпеть, потому что нужно коней. Да, все отлично. Спасибо большое, спасибо. Оставлю на потом. Я так понимаю, что мы забрали наше копье, надо вернуться. Что тут еще есть? Не дают. Вот когда их так 3-4 этих, вот таких вот штук, не дают пострелять. Постоянно надо, типа, уворачиваться, что-то такое делать. Не очень, типа, камильфо. Так, лисиц тоже я помню. Надо ловить. А это какие-то ворота. Что это такое? Лиса, лиса, лиса. Скилл вырабатывается. Ну тут да. Тут надо немножко глаза протереть. Я что-то сегодня очень рано встал. Вот. При этом хорошо так поспал, выспался. Уже даже, скажем, спать-то и не хотелось. А глаза все равно еще дрыхнут. Откровенно. Кабанчик. Кабанчик, стой. Лекарственный. Интересно, сколько там подсумок-то этих лекарств? Нам бы побольше бы их. Этих лекарств. Либо сумку сделать. Дикие. Корни и стволы. Так, 35 осколков, я вчера помню, на какой-то хотел еще скрафтить. Сейчас посмотрим. Посмотрим. Предметы, по-моему, изготовления. Вместимость. Работы было много, машин.
На загрузку пригнали. А, это, понял, это огнежар, не то. Сумка. Вот это я хотел сделать. Сумку для ресурсов улучшения и лук. А, это сумку для оружия, подожди. Колчан со стрелами, вот. Конечно, сделаем. И сумку, мне надо металлических осколков еще. Ты грузчиком, что ли, трудишься, да, Саш? Тем-то нормально. Я помню и грузчиком, и экспедитором-грузчиком. На складах. На, как они... Складские, короче, поставляли, по-моему, в Россию. Там вина, что ли, какие-то. Там эти вина, в общем, потом уже поставщикам по Москве или куда они там по Подмосковью развозили. Кладовщик. Ну, кладовщики у нас, я бы сказал, бы такие себе были. Один нормальный был. Женщина там тоже нормальная. А один вообще прям. Какой-то балду пинает. Ничего не делает. Пришел с бумагами, постоял, галочки поставил. Такое важное лицо. Знаешь, типа там, блин, всего много. Дорога. Так, осколки для еще там. За компом. Ну тогда компов-то не было. Ну как, они были условно, может быть, у бухгалтерии. Но на складах не было. Все в бумажном виде. Потом с этими бумагами там бежать отдавать. А что это вот эти вот челики усиленные, что ли, стали? Не проснулась. Какое достижение получил. Слушай, с копья-то гораздо удобнее бить. Сам себе начальник, а склад внешний. Ну да, что там пришел. Ну я помню, мы также экспедиторами работали. Приняли галочки, отметили. Товар сверили. На склад погрузили. По барам развезли. А потом только пошли, начальству отдали эти бумаги там. Вот такая у нас была незамысловатая работенка. Но иногда приходилось прям вкалывать. Так, а тут тоже за осколки. Что-то я, кстати, потратился в плане осколков. Хорошая штука. Хорошая, да. Грузчика, водитель погрузчика. Да, там, знаешь, как бы, блин. Бывает, ты всем работаешь. И на погрузчике работали, и грузчиками работали, и разгружали, и на погрузчик садились, и отвозили, и там выгружали, заново на погрузчик. И такое бывало. Ну, типа, получается, тройная работенка. Но за нас там удержались все эти начальства в одно время. Годится.
типа реально с копьем, смотри, бахает. Вчера, говорит, ты попробуй с копья. Ну, с копья надо как-то это, более уворотливо играть, аккуратно. Так особо тут не накиляешь. Не, стараюсь на работу, чё? Сейчас зачитаю. Организовывая. Блин, мне бы какой-нибудь травы бы лечебной. На потом. Есть. Надо уходить отсюда. Сейчас еще, друзья, травы найдем. Во, последний, типа, где это грузчиком работал. Там как было? У нас 2 грузчика. Цикорий грузили, отгружали там все вот это вот. Боль отступает. И получается так, что там все кладовщики, короче, близкие родственники. Да стрельни ты, тих твою. Слушай, я реально этого зайца сейчас. Вот, и все вот эти кладовщики, кладовщицы были какие-то там родственники их начальников. И она у нас до такой степени, короче, бабка реально обнаглела, что она говорит, идите там, примите товар, говорит, потом там отгрузите товар, потом соберите товар, там готовый, отгрузите товар. Мы уже не выдержали. Там один паренек говорит, а вы тогда что делать будете? Если мы будем принимать, отгружать и так далее. Глаза вылупил, на нас смотрит. Потом другой пришел еще кладовщик. Пойдем, говорит, нам поможем. Я говорю, а за нас кто, говорю, будет отгружать, выгружать там? Ну, короче, такие, знаешь, типа склад. И там 2 или 3 кладовщика было. И всем надо сходить помочь, еще за них типа работу сделать. Это вот, далеко не ходи, в Троицке. Или за Троицком. Поэтому это такое дело неблагодарное. А есть и реально нормальные, которые помогают. Сейчас я, секунду, друзья. Секунду. Так что, Саня, как-то так. Да. Причем один вообще, одна бабка была, а второй типа мужичок был. И мужичок не мог даже сдвинуть, я не знаю, там, ну, ведро с водой. Нас звал, чтобы мы что-то сделали. Говорю, серьезно, что ли, у нас работы много, ты что, не можешь, блин, ведро с водой взять? Я прям с темноты, типа, ну, он помоложе был, или моего возраста, что я, блин, с ним на вы-то буду. Много чести.
Везде, говорит, такие это есть. Но, знаешь, что хочу это самое отметить от себя? Что обычно, когда есть что стырить с работы, ну или взять там, условно, с с директора там, или выдают какие-то там премиальные, особо не выеживались мы. Просили сделать, просто делали. Потому что знали, что в конце дня, там, допустим, какое-то поощрение будет, вне зависимости от зарплаты. Бывало такое. Либо что-то, если можно, стырить. Я стараюсь по-человечески, но если начинает наглеть... Ну, и это есть, и это есть. Я помню, нас как-то поймали. Тоже было дело. Поймал нас начальник, короче. Ну, за тем, что что-то стырить хотели. Вот. Сидел там, отчитывал, короче. Я уже, знаешь, тоже слушал, не выдержал. Я говорю, ну как так? Я говорю, работать, я говорю, и домой нельзя было взять. Мы же немного берем, прям чуть-чуть. А остальные прям, ну, как бы мы видели по работе, откровенно воруют или там наживаются на этом. Вот. Он такой, я с тобой не разговариваю. Ну, начальник понимающий был, он понимал, что это нормальное явление. Сначала ты вернула мне Арану, а теперь и копье нашла. Когда я позвал тебя на помощь, я даже не знал, станешь ли ты слушать. Да, мы помогли. Я так рад. Я тоже. Даже не верится, что ты его нашла. Твоя мать была мастером. Это прекрасное копье. Мне до нее далеко, но пару секретов она мне приоткрыла. Буду рад взглянуть на твое копье. Спасибо. Ты очень ее любила. Я так понял, здесь билд надо типа либо копье, либо лук. Я тебе... Но я бы, конечно, лучше с лука Хотя пострелял. осталось ее копье на память. Ты очень помогла нам. По своей воле. А то я с копья, боюсь, клавиатуру разломаю. Спасибо тебе. За все. Увеличение урона от копья дали. Как представлю, что мог навсегда потерять Арану. Спасибо, Элой. Нет, я не в том плане, что воровство, Сань. Не... Ну, стырить в каком плане? То, что ты, если видишь что-то по складу, и у тебя в плюс выходит, а под отчетность ты, ну, даешь, как бы, все хорошо, у тебя все складывается. А по складу что-то у тебя лишнее выходит уже в конце перерасчета. Я в этом плане. Старались как-то, ну, в семью что-то принести. Только так. А в наглую нет. В наглую так никогда не делали, не брали. Я типа не сторонник таких вещей. Так, это на костер уйти, да? Давай мы по стопам. Раненый охотник просит Элой. Так, а где это? Нихау, братья. Мишанька, приветствую, хорошего дня. Это выполнение задания у меня идет. А, это, короче, я должен отдохнуть. Дела. Это вот основное. Отдохни у костра. Ага. Да, я же про это честным трудом, только ты ничего не добьешься. Ну, сейчас я не знаю, может быть, ситуация абсолютно разная, но... Так, ну давай я, да, в луке пойду. 2 очка, потом нам надо здесь немножко и здесь подкачать. Пока так, пока вот беру таким вот методом. Набираются. Так, ладно, пошли. Мих, не буду хвастаться, Мих, если ты тут. Но, походу, я понял, в чем у меня была проблема рассинхрона, то есть потери кадров. Почитала справку, не справку, а
документацию по этим потокам. Оказывается, у меня проблема была в том, что вчера, когда у меня начался рассинхрон, это была не мобилка, это, короче, человек подписался, и должна быть озвучка. Озвучки, типа, не произошло. Сейчас. Озвучки не произошло по той причине, что звуковая дорожка должна быть только одна. А если у тебя более одной дорожки звуковой, то тогда начинаются вот эти вот потери. Короче, неправильно работа. Но сегодня протестируем, посмотрим. Я рассчитываю сегодня чуть подольше посидеть. Не изменилось ничего. Да не, а куда там изменится? У нас вот, например, Саш, мы играли... Это поможет. На Троу стримили. И там с нами одна девочка играла. Ну как девочка, женщина. Вот она говорит, у нее дочь отучилась. Ей дали справку, все, там диплом. А пошла устраиваться на работу, а ей говорят, мест нету. Вот. Я к тому, что у нас, типа, в стране такая тенденция, что либо, типа, по знакомству, либо через кого-то. Я это не унесу. Сила спирали. Подожди, это модификация. Устроиться. Это если, ну, нормальная, типа, какая-нибудь будет работенка. А так, как правило, то люди учатся, а потом все равно работают не по профессии. Так, я модификацию-то заберу. Не помню уж, что нас там выявила, не выявила эту проблему. Устроила, не устроила свою дочь после учебы. Мы после этого, по-моему, не общались на эту тему. Да и не столь важно, это ее личное. Ну вот как факт. Взяла. На себе все пройдено, сам не по профессии Вова. Так это ладно, у тебя профессия. Я-то вообще, у меня коридорный. Я даже школу не закончил среднюю. Я как бы не скрываю, я не образованный. Поэтому вот... ну, типа трудолюбивые. В плане в том, что если работа, скажем, приносит удовольствие, если она приносит еще какой-то некий доход, то я готов трудиться. Потому что, например, вот тот же YouTube стрим мне нравится, но воспринимать как работу я фиг его знает. Ожидать каких-то там поблажек, плюшек тоже не особо как бы. Да, надежда есть, но, как говорится, надежда умирает последней. Хотелось бы верить. Хотелось бы. Диплом немного помогает, смотрит и воспринимает. Это да, это да. Ну, то, что ты... Я понял. Что ты представляешь. Так, давайте мы, да, отдохнем, друзья. Наверное, пойдем все-таки по квесту. Поэтому иногда я даже кому как-то завидую в плане того, что у людей есть какие-то дипломы. Нет, я типа не жалуюсь на жизнь, нет, ни в коем случае, просто под разговор. У меня все нормально, у меня семья, это самое главное. Я не пьющий, не гулящий, скорее домовитый.
семейный. Открывают врата изгою? Иногда изгнание не отменяет прошлых заслуг. Так, мы сейчас пойдем обряд посвящения в охотники, может быть, нас. Но вчера Вот тебе и закон. сказал ее наставник Раст Теперь обоим надо молчать. Мы покинули объятия. с такой типа мины на лице, что если ты пройдешь обряд, тебя примут племя, Еще не встречала. а его-то не примут. Вот так туша. Что же это за зверь? Его прозвали Пелозубом. Это новый зверь. Грозный зверь. Ну что ж такое-то? Они объявились 10 лет назад и погубили много воинов. Жуть. Пилозубы. Я вот хотел бы еще узнать, где мне тут броню. Первое. Второе, это лук. Иди по тропе, тут недалеко. Потому что я читал, что Ты хижиной. в комплекте в этом Вот что. набор лук-банук, что-то лук-харха. Эту машину ты сейчас выслеживаешь. А, вот как. Какую машину, блин, выслеживают? Ты что ты меня, дядь, загрузил-то? Я бы он кабанчиков бы пощелкал. Туша рыскаря. И я заберу детали. Будь осторожна. Слушай, чем бы ты, я думаю, не занимался бы, это самое, лишь бы тебе это удовольствие приносило. Но вообще лучше, наверное, с программирования начать, потому что потом стриминг тебе в разы легче, наверное, дастся. Как там продвигать по IT этим, как они называются-то? IP-ключам, сайты создашь, туда там плеер воткнешь, там еще что-то. Стриминг вот такой, он как-то, что есть, что его нету. Ну, типа, народу очень много, и продвинуться тяжело. А вот... Ну, это в моем видении. А вот айтишника с головой или прям реально он будет делать и кайфовать от того, что делает, и причем грамотно, таких, наверное, мало. Хотя я не общаюсь с айтишниками. Скорее им будет со мной неинтересно общаться, чем мне с ними. Я их не пойму, а они меня не поймут. Не, они меня поймут, а я их нет. Скорее вот так вот. Сегодня нашел работу. Может пригодиться. Яндекс услуги выдал работу. Чувак предлагает работу, короче. Выгружать ролики на YouTube каждый день в неделю от 2 до 10 роликов. За каждый ролик ты должен просто озвучить по его тексту и выложить ролик и немножко описания от себя добавить. Разворотили весь этот дом? Развод, не развод. Я привел тебя сюда не для вопросов, Причем именно ролики укладывать на YouTube. а чтоб ты с ним разобралась. То есть он тебе дает текст, ты говоришь, сказал, выложил. Опять говоришь, сказал, выложил. Описание добавил, короче. Мне кажется, какой-то развод. Хотя кто знает. Он громадный. Как с ним справиться? Это ты должна понять сама. А, Ты будешь охотиться в одиночку, без меня. Что бы ни случилось, я не вмешаюсь. Поняла? Хорош, Ты хорош. сама по себе. У меня же это, что-то в голову начало. Я могу укрыться в зарослях. С помощью нитемета разместить на пути следования пилозуба электрическую ловушку, которая его оглушит.
Ну, есть в этом момент, есть. Меня увидели. Сейчас, ребят, сейчас. Я знаешь, почему Саш так сказал? Хорошего дня и стрима, спасибо большое. Потому что у нас один челик был, он в компах разбирался, еще где-то 2000-е. И у него такой математический склад ума был. Но он учился на это все дело, судя по всему. И шарил неплохо. Прям именно вот в этих биосах, там, командах вот этих вот. И с ним было реально тяжело, хотя он местный был. С ним, ну, реально было тяжело общаться. Не все к нему находили подход в общении. Не для вопросов. Потому что он сам, как бы, знаешь, всех огораживал. Видимо, так. Для того, чтобы испытать меня. Мало гулял на улице. И одолеть грозную новую машину. Потом накачался в комплексе, женился, и я его не видел. Он где-то, может, уже в Москве живет, ну, в центре. Вот как-то так. А так, да, если эти нити соприкосновения найти, Это то охотничьи земли. можно с кем угодно. Их надо защищать. Если бы ты не убила Пелозуба... сколько Спасибо, воинов спасибо. Хорошего дня отправило тоже, взаимно. Твой урок — ответ на этот вопрос. Ты долгие годы училась охоте, но лишь ради себя. Став воином, ты должна будешь сражаться за свое племя. Мое племя? Ты сказал, без них обойдусь. Но не говорил, что они без тебя обойдутся. Истинной силой обладает тот, кто готов сражаться за что-то. Кто готов служить великой цели. Вот что ты должна усвоить. Помни об этом, когда тебя примут. Когда меня не будет рядом. Его-то не примут, да, вот в том-то и дело, что он-то пойдет Мы лесом. закончили. Пойдем. Мы закончили, пойдем. Рассвело. Сегодня твой последний день в качестве изгоя. У тебя есть время, чтобы подготовиться к испытаниям. Когда отправишься в сердце матери, я буду ждать тебя на тропе. Я лут там не весь собрал. Я усвоила последний урок. Да? Но чтобы сражаться за что-то, в это надо верить всем сердцем. Надеюсь, ты найдешь. Ага, племя маленькую все обижало, да, типа, фу, изгой, отойди, там, туда-сюда, а теперь он, типа, ты должна сражаться за это племя. Ну, это тяжело принимается, мне кажется, в таком ключе. Когда к тебе относятся с презрением с каким-то там, а потом ты должен за них, ну, типа, заступиться или как-то там отдать
Не знаю, или поверить в них, что ли. Подожди, я пойду с тобой. А, увидимся. Тебя там. Давай увидимся, потому что я хочу еще, наверное, побродить, посмотреть. Тут какие-то моменты я не забрал. Коробка с наградой. Очко навыка, опыта дали. Прикольно. Давай пойдем посмотрим, пустят нас, нет? Нет, нас уже не впустят туда, к сожалению. Так, что у нас по... Навык всего лишь один. Собиратель из осколков. Подманила к себе одного из противников. Слабый удар копьем позволяет с большей вероятностью сбивать броню и компоненты. Большей вероятностью сбить броню и компоненты. Когда уровень здоровья Лой попадает до критически мощный удар копьем, ага. Тяжелого оружия. А, это типа какой-то стелс, что ли? При скольжении или прыжке замедление. Можно было бы вот это взять. Прыгнул, подметился, а у тебя типа замедление. Абсолютно бесшумно. Давай, ладно, пока это оставим. Я хотел бы изготовление посмотреть. Нитемет. Вот, охотничий лук, лук карха тьмы. Вот это вот что-то надо сделать. «125 металлических, чтобы еще больше стрел было, а вообще огонь». А, вот сумка для ресурсов. Изготавливаем. Еще кабана надо, еще сумку можно. И для модификации. Так, значит, сумка кабана, еще металлические осколки и хрюндель. Так, по поводу модификаций. Урон от копья. Спираль заражения. Удобство. От холода, от огня, повреждение брони. Тут даже типа показано. Вот эта броня, видимо, резиста. Защита. Это выбросить. Подожди. Выбери ячейку. Нет, а как модифицировать? Модифицировать, подожди. Я помню, в тот раз я смотрел. Экипировать, убрать. Тут почему-то я могу только... Блин, где это? Сундук. Может быть, здесь надо выбрать? Линза бегуна. Нет, это реально только выкинуть. Не помню я, друзья. Удобство на 80. Как еще модификацию-то поставить?
По идее, с комплектом модификации это надо смотреть. Фига у меня получается, короче, что-то сделать. Из этого, так, из любого лука можно посадить на тетиву еще одну стрелу. Я думаю, я разберусь в скором времени. А пока у нас с вами 40 стрел. И это неплохо, это шикарно, я бы отметил. По заданиям. Давайте посмотрим, что у нас по побочным. Так, пролистать цели. Раненый охотник, который так, опасный. Разыщите Арану. Арану. Поговорить с Растом. Сердце матери. Ну, по идее, это галочки уже стоят, насколько я понимаю. Что закрыто уже квест. Сразите машину с помощью электрической нити. Давай попробуем. Вообще мне нужно еще поросенка поймать. Сейчас ты сдохнешь. Неплохо. Я испугался. Я там думал, кто-то сзади, короче, уже подошел. Как-то странно, да, сразите, типа, но он оглушает. По большей части, но ничего такого не наносит толкового. Кроме оглушения. Нормальная лиса, нормально, просто забайтила куда-то меня. Раз, раз и ушла. Типа так и надо. Вон они, поросенки. Да елки-палки. Вкусно. Да, дело не вкусно, дело то, что нужно. Там еще какой-то подсумок сейчас сделаем. И надо бы этих осколков опять. Но это где-то их надо найти. Вон они водятся.
А вот он, по-моему, эта девочка-то, Карха, или как ее там? Как представлю, что мог навсегда потерять Арану. Арана. Спасибо, Элой. Короче, это просто выполненный квест. Нет, слишком короткая. Меньше нет. Я сама бесшумность. А где баг-то? Подожди, я, по-моему, баг-то сбил. Безопасность. Баг-то сбил. Так, хорошо. Это у нас бегуны. Да, посмотрим, что здесь. Торговец. Трофей из охотничьих угодий. Зона обитания падальщиков. Костер еще один. Так, так, хорошо, давай. Оказывается, тут быстрое перемещение можно делать за счет вот этих шкур каких-то. Не знаю, для чего они нужны. Кроме как перемещение не юзать. Так, стой. Дороговато эти ловушки, блин, обходятся. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Поземка. Белая, как кость. Кушка, камушки F. А вот эти вот пузырьки, на что там они юзаются? Пока не знаю. Надо смотреть будет. Потому что на траве особо я не проживу. Пойдем посмотрим, что за охотничье угодье. Так, мне нужен лук. Что-то там для крафта, короче. Посмотри, как это вообще выглядит. Так, вот, нет. Это модификация. Восстанавливается 50 единиц. Во-во-во. Короче, изготовление. Вот модификация изготовления. Еще 13 урона, повреждение брони. Вот эту хочу поставить. Пускай будет. Так, и тут вот. Эти комплекты боеприпасов предназначаются для следующего оружия. Вот, лук Карха тьмы, лук Карха, обычный лук. Нитемет Карха. Вот эти вот надо. Туру-ту-ту-ту. Это не то. Это не крафт. Ну что на этот раз? Изменить метод отрисовки. Проща Карха. Высокоточный вот боевой лук.
Это у нас электричеством бьет, это пробивает броню высокоточный. Так. Тут нам нужны типа осколки. А если продать? За 26 осколков. Правильно я думаю? Что-то... А, за 2 осколка. Один заяц 9 осколков стоит. Итого у меня уже 107. Тут типа пометка, сколько количества, сколько осколков я получу. Я разобрался. Тут сердце какого-то пилозуба. Это надо оставить обязательно. Вот типа проща у нас. Метать стихийные бомбы. А, бомбы даже. А где этот, как из DLC, бадабук какой-то там лук? Нету. Ну, что Ну ладно. еще? Боишься, я могу выдать, что ты торговал с изгоями? Я думаю, ты не из тех, кто болтает. Конечно. Но мало ли. Можешь не переживать. Я тебя не сдам. Да я так и думал. Михаил, ты тут, Михаил? Приятно. Как твои дела, Мишаник? Я про тебя никому не говорила, только Расту. Ну, он меня точно не сдаст, даже если захочет. Раст — человек долга, человек чести. Как ты его терпишь? Ты правда не знаешь, за что его изгнали? Говорю же, нет. Никто не знает, но за что-то серьезное, потому что изгнали пожизненно. Ну, вроде все обсудили. Ладно, удачной инициации. Благослови тебя, мать, и все такое. Ладно, я понял, что у него есть какой-то высокоточный, еще какой-то лук. Это первое. Второе, значит, надо где-то еще искать торговца, который будет... Дозор матери. О, а это что за руины? Сюда мне пока не пусть, мне надо пройти вот этот обряд посвящения. Кабанчик. Ну, елки-палки. Стоять? Это я приберегу. А зайца-то смотри, как дорогой по осколкам вышел. Значит, зайцы больше ценятся, чем кабаны. Какая-то шкура синяя кабана. Сделал сегодня... Не в окне игру, а во весь экран. Ядрить. Они в ловушке-то не хотят, что ли? Ага, есть.
Что-то чувство, как будто картинка еще ярче стала. А. Просто добиваем. Руины, руины, руины. Это не те руины, куда мы упали, друзья. Вот когда мы... Вы поняли. Это я только не понял. Нужно обеспечить себе преимущество. Учимся работать с копья. Так, мне там сколько-то надо было шкур кабанов для крафта. Это помогло. Осколков хватает. Кто тут? Вон он, вон он, вон он, косой. Понял, на опережение надо бить. На-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-на. Да, это походу, куда она упала, маленькая была. Куда ты с моими шкурками уходишь? Я твоя сестра! Еда. Это кто? Чего? Ро, это я твоя сестра, а Лара? Погоди, это где? Бром, где ты? Бром, где ты? У нас Бром, по-моему, не человек, это точно. Бром, ты меня слышишь? Фиг я понимаю. А Лара, Бром. Вы что-нибудь поняли? Я нет. Так, и пару навыков у нас есть. Лекарство, лекарство. Посмотри, поврежденное. Так, это хорошо, это я понял. Мне надо... Так, стой, стой. Это не то. Это ловушки. Это я понимаю, да. Нитемета. Мне вот это вот надо. А, 2 косточки кабана. Короче, кабана одного найти, друзья. Нужно. И... сам подсумок. Еще увеличил. Подожди, что я увеличил-то? А, это для оружия я увеличил. Вот туплю сижу. Ну, ты, ну ладно, бывает. Кабана надо найти. Косточку кабана. Бром, ответь! Я Алара!
Хорошо. А, вон она орет. Ед ты. Алара ты, Алара. Сейчас, подожди, я подойду. Готовь кабанчика. Косточку. Так, куда тут у нас далее? Что там случилось-то? Кого ты там зовешь? Нужна помощь? Я ничего не имею против изгоев, поверь. Но ведь нам нельзя с тобой разговаривать. Тут Да нет ладно? других желающих помочь. Ты права. По факту. Прости, я не хотела тебя обидеть. Моего брата изгнали, но его срок уже прошел. Он должен был вернуться, но не вернулся. А его лагерь залит кровью. Так. Зачем ты пришла сюда одна? Каждый день я делала засечку на стене. Срок Брома прошел. Еще 3 засечки. Но он до сих пор не вернулся. Брому, да, я не ослышался. Я упросила матриархов послать за ним воинов. И все, что они нашли, залитый кровью лагерь. Воины говорят, он погиб. Но я должна знать точно. Вот и пошла его затекает. искать. За что твоего брата изгнали? Бром был не такой, как все. Немного чудной. Один жестокий охотник постоянно над ним издевался. Я отошла всего на час. Охотник опять полез на него с кулаками. Но тут Бром дал сдачи, взял камень и раскроил ему череп. Он сказал, это духи ему велели. Шепот забытых. Изгой на 10 лет. И зачем я тогда ушла? То есть лагерь твоего брата залит кровью? Так сказали воины, У которые них пришли его искать. в лес изгоняют, понимаете? Могу больше За ничего не проказничество. Неужели он погиб? Или только ранен? Он страдает? Как можно ему помочь? Не могу, я должна знать. А у нас в одиночку, да? Или в карцер там, или как там? Постараюсь разыскать твоего брата. А то еще того хуже, может быть. Я пойду с тобой. Я тебе не помешаю, вот увидишь. Одной мне проще. Ну, как скажешь. Только найди его. Умоляю. Так, давай посмотрим. Активировать задание. Так, показать на карте, где это. О, отлично. Так, для 3 стрел мне надо 3 навыка. Ну, наверное, это качнем вот это в первую очередь. Потом посмотрим, что тут по и всяким ингредиентам, ресурсам. Типа я понимаю, что, друзья, игру можно пройти там при всем желании очень быстро. Там раз-два, что-то такое. Спидранеры или как они там проходятся? Попадал иногда на такие вот, как это сказать, посты, что ли, видосы, что там, о, Делаю отвар. быстро прошел, там это прошел. Но мы не из таких. По крайней мере, я. Надо подумать, надо посмотреть. Шлепнуть зайца. Я же говорю, на опережение надо бить. Вообще прям наугад на опережение. Сколько там древесины-то вылазит? Ладно, нам побольше тогда. Какие-то уже новомодные пошли эти охотнички. Охотнички. И впав. Кабанчик, кабанчик, косточка. Мне нужна одна косточка.
Талисман. Теперь живот урчать не будет. Жирное мясо, сочное мясо. Косточку не дал, гад. Что ж такое-то? День как день, только ты почему-то молчишь. Подойдет? Та-ра-та-та-та-та. Так, добираемся до лагеря. Че там у тебя, Миш, насыщенный денек, да? Да ты врубай погромче, я сейчас что-нибудь спою. Зайцы в полночь косили и при этом напевали. А нам все равно, а нам все равно. Не боимся мы волка и сову. Короче, надо вот этот глаз бить, я понял. Но не всегда выходит. Причем у них глаз еще бывает бронированный какой-то. Крови много, а тела нет. Надо разобраться. Смотрите, кострище. Уголь, дерево, зола, это пламя недавно потушили. От лагеря тянется дорожка из капель крови. Смотрите. Ага, так. Наведи метку. Вон. Все, нашел. Нашел путь. Каталог машин. Предметов Frozen Wheels. Ну вот, DLC-то есть. На 5% я прошел. Огнежар, провод. Можно смотреть, какой лут с них по информации. Пилозуб, блин. То бишь это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Это 26, и тут еще 5, это 31 машина. Но это, видимо, боссы, пяток. А так 26 разновидностей. Я бы не сказал, что мало. Учитывая того, что еще есть боссы. Вполне неплохо. Чей это нож? Выходит, кто-то ранил Эмброма? Вон еще кровь. След тянется в ту сторону. А как она так распознает кровь? У них она, ну, типа, фиолетовым, что ли? Сейчас я, друзья, минуточку. Фиолетовую кровь, ну, я, судя по всему этому, вижу только фиолетовую кровь. Так, никого, ничего там нету. Позже зайду. Спасибо, спасибо. Давайте, да, отвлекемся прям на минуточку, сделаем паузу.
Михай, сегодня как ведьмачок? Будет, нет? Что-то у меня, друзья, упало. А что упало, не пойму. А, все, увидел. Подушку поднял, а то прям. Все, я вернулся, друзья, извиняюсь, продолжаем. Тяжело, я вообще, по идее, сейчас должен только проснуться, вот у меня такой был график, а сегодня прям встал пораньше и пытаюсь себя в тонусе держать. Ведро. Ведром прибили. Да, посмотрим. Кто-то принес кровь в лагерь? Здесь кровавая дорожка обрывается. Но должны были остаться другие следы. Вот он. По-моему. Это я, кстати, отсюда же пришел. Получается. Фига, я ему прям сразу. Смотри, какой шот. Красиво, красиво. Линзы рыскаря. Одна косточка нужна. Одна или две косточки? Никак не попадается. Если мы посмотрим кабанчика где-нибудь поблизости. Все равно не вижу. Забери забытые, иди по следу, иду. Где у нас привет из каменного века? Как там дела-то?
вы вчера, говорит, ты в будущем играешь, а я, говорит, в прошлом. В каменном веке. Древесинка. Что-то он раненый, как-то далековато он, вы не находите? Какая жуть. Кровь, влаги. Если это сделал Брун, зачем ему притворяться погибшим? Зачем он осквернил храм? Идите по следу. Подожди, а где след-то? Дальше, да? Может, он типа из-за того, что его изгоем сделали, он решил поднасрать, скажем, племени. Там еще второй. Кабанчик, кабанчик. Они меня ищут. Там еще кабанчик. Мясо, сочное мясо. Блин. Мне надо узнать, как лекарство, короче, принимать. Подожди. Подожди. Как у нас там вот эти вот управления? Так. Бой, меню, тяжелый удар. Это не то. Поместить не то. QR у нас где? Использовать лечебные средства. F. Прыжок, подкат. Ну, типа, использовать лечебные это трава. А как пузырек-то сам? ZX может быть? А-а-а. Все, я понял. Возвращайтесь к своим делам. Вот. Типа 2 лечебных этих можно поставить. Все, что ли? Я последнего убил, да? Похоже, это был рыскарь.
Кто-то с ним расправился. Сейчас я следы отслежу. Нихао, братья. Если это Бром, он неплохой охотник. И куда он дальше пошел? Вижу. О, мне это нужно. Андрюх, приветствую, приветствую. Хорошего дня. А про что игра? Там описание же все есть. Horizon Zero Dawn. В этом лесу может быть что угодно. Про будущее, как племя выживало в мире, где захватили IT-технологии, или как IT-интеллект создал роботов. Как-то так. В 2017 году вышла она на PlayStation, а в 2020 она, по-моему, вышла у нас на ПК. Кто-то забрал отсюда припасы. Так, а как нам осмотреть? Бром в изгнании много лет. Зачем ему сейчас снаряжение? Так, отобразить путь. Видишь, у них как тут племя. Если тебя изгнали, с изгоями племя типа нельзя разговаривать. Вот. Мы сейчас расследуем одного парнишку, который убил своего соплеменника в драке. И стал изгоем. Это припасы из тайника. Их забрали, а потом просто выбросили? Зачем? А сестра его в племени. Она ждала его 10 лет. И говорит, когда он должен вернуться, видишь, как он не вернулся, а в лагере, где он жил, было много крови. И мы помогаем, типа, найти его. Хотя при этом мы тоже изгои. Это мне пригодится. Не стану слушать. Подожди. Сперва пообещайте. А, вот. С кем он там говорит-то? Правда? Я убью себя. Лучше уж себя, чем ее. Ты не дух. Чего ты хочешь? И я хочу, чтобы... Там гробница как в Ассасине? Нет. Так я вроде исследовал одну. Меня. Пока одну. Не видишь, мне нужно время подумать. А как прикажете думать, когда все вокруг на тебя кричат? Кулачок, я знаю, это тяжело, я могу помочь. Подойди поближе, чтобы мне не кричать. Я не кричу. Ты умеешь слушать. Так выслушай ты, что я хочу сказать. Они мне не велят. Но Алара говорила, если видишь, кто говорит, слушай. Хорошо? Я слушаю. Так-то лучше. Расскажи, что тебя тревожит? Духи забытых. Тех, кого прокляла богиня. Голоса. Они не дают мне покоя. Они заставляют меня... У нее нет уже наушника этого. А вдруг, если я вернусь, они велят обидеть Алару, а я этого не допущу, я лучше убью себя. А ты можешь их не слушать, Бром? Они сейчас говорят,
Они всегда со мной. Заботятся, утешают, помогают, но иногда кричат. Когда он меня повалил, они закричали: «Разбей ему голову!» И я разбил. Бром, Вот, рассказывает свою историю. ты жив. А вот сестра его. Хвала Великой Матери. Прости, что увязалась. Я должна была знать, что с ним. Нет, 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 нет! Сестра, не надо! Я не смогу тебя защитить! Мне не нужна защита от тебя, Бром. Он боится, что духи настроят его против тебя. Или он тебя слушает. Да, так и было раньше. Он лишь раз ударил человека, и то защищаясь. Я не хочу тебя обидеть, но забытые... Их Кто они? шепот. Моя голова полна их криков! Бром не готов вернуться в племя. Но тебе он не причинит вреда. Я присмотрел себе пещеру на горе Великой Матери. А ты сможешь меня навещать, если я буду стойким. Ты будешь стойким. Я помогу. Спасибо, Элой. Я позабочусь о нем. Пусть Великая Мать всегда помнит о тебе. И пусть заботы пройдут стороной. То есть он сам хочет стать якобы изгоем, как наш этот Раст. А по какой причине? Типа какие-то духи с ним там говорят. Ну вот так вот. Так, хорошо, а мне-то как вернуться-то? Стой, задание. Вот это вот, да, Мишань, ты говоришь, руина. Ну, обитание падальщиков. Ну, получается-то я тут был. Это наше самое первое, куда мы клюнулись и упали. Когда были маленькими. Ну, давай сходим, ладно, давай. Я там, типа, был, но, может быть, я что-то упустил. Может быть, какое-то время надо подождать. Лишним не будет. А единственное, нам только надо костер где-то найти. В плане сохранения. Так, что у нас там по изготовлению? Я хотел там две косточки кабана, да, предмета. Так, это какие-то ресурсы. Пока неизвестно. Осколки. Так, подожди. Вот, изготовление. Вместимость. Нет, все равно еще одну косточку надо кабанчика найти. Там заяц, вон кабан есть. Так, подожди, это конь, он мне не нужен. Будет плохо. Ну. Блин, и одно только мясо. Хоть бы одна косточка бы упала.
Охотничьи, да. Это все не то. Ну, как нарочно, типа, захочешь что-то получить, не получишь. Вон еще пятачок один. Оп, стоп. Стоп, я понял, это до руины я дошел. Свежатина. Не падает. Давно я тут не бывала. Уже много лет. Подожди, там можно как-то выше, по-моему, забраться. Или как-то вон туда вон. В общем-то, мне так кажется, что надо вернуться назад и именно в другой проем упасть. Маленький кусок. А, вот как. Этого мне надолго хватит. И это трындец как. По крысам попадать-то нелегко. Окей. Что я тут вообще должен найти? Ну, так это главный зал. Да это нет, тут уже все мы были. Говорю, только если туда, вот в этот попасть. То бишь мы теперь с копья ломаем двери. Шикарно. Ну да, тут типа главное захоронение. И Мачу-Пикчу. Всегда хотела там побывать. Так и не сподобилась. Почему я не поехала тогда с Оуэном? Дура. Надо было соглашаться. В общем-то, в этих руинах жили наши, типа, предки, предтечи, или кто там они считаются. Оттуда мы находим вот эту вот технологию распознавания следов там.
Ладно, ладно, кабанчика, пожалуйста, кабанчик, кабанчик. Одна штука, кабанчик. А мы потихонечку движемся. А это кто? Надо, короче, вот эти сделать флакона. Причем обязательно. Аптечек-то нету больше. С последней стрелой. Так, стоп. Идем в изготовление. Зелье. Целебное. Это сочное мясо, это жирное мясо. Вот оно что. И большое. Укрепляющий, увеличить запас здоровья на 150, целебный отвар из живого экстракта. Хорошо, пускай будет. Да, это полезная штука. Так, теперь давай проверим. Один пузырек, типа 2 пузырька, 3 пузырька, да. Осталось только нам найти травы, подлекаться, обязательно сохраниться и отправиться на кость. Ну, блин, ну косточка-то какая же вредная. Серьезно, мне вот нужна одна кость. Я ж тут насобирал всякой хвори-то, блин.
деревню прокормить. Делаю запасы. Хорошо. Если есть кабанчик, хорошо. Предмет помещен под сумок. Оказывается, с кабанов тоже можно что-то съедобное в виде травы, да? На кушку хилиться. Вон костер. Давай доберемся. Там эти рыскари. Витор, приветствую. Хорошего дня. Только вспоминал, я говорю, где привет из этого? Из каменного века, из прошлого. А вот он-то. Блин, это заяц. Как у тебя там успехи? Красный свет. Лекарственное растение, оказывается, красное, понял. Да, сохранились. Сейчас, друзья, продолжим. Приветствую. Неплохо волков, тигра, медведя, льва приручил. Блин, а у меня тут тоже, по идее, должен быть коняшка. Чего у меня там? Да ладно. У меня пришли авторские права на стрим, который был, наверное, года как 3 назад или 2. Только сейчас они появились. Бывает же такое? Бывает. Сейчас, минуточку. Надеюсь, что мы тоже тут кого-нибудь приручим там. У меня свой конь, тигр или медведь. Ну, я как-то видел давно этот геймплей, но я так и не понял, какие там особенности данной игры. Чем, собственно, они отличаются от обычных Far Cry. Ну, то же самое, наверное, да, бегать, охотиться.
У меня, между прочим, до уровня осталось прям... Чуточку. Ядро, огнежар. Все. Вперед. Вперед, просвещению. Кабана, кабана. Может, он там с лисицы упадет? Или кто это? О. Фига ты шустрый малый. Прощай, осторожность. А, 8 уровень-то. Я-то испугался. Какая-то осторожность там. Так, навыки. Срочно. Требуется навык «Сильные руки». Где у нас сильные руки? Вот он. Элой быстрее перемещается при использовании тяжелого оружия. Четко. Двойной выстрел. А я радостный-то, блин. А я-то О. Ну ладно. Ладно. Кабанчик. Кабанчик. Дашь нам косточку? Привет. Тут еще попробую поймать этого кабанчика-то. Нет, только миска. Но миско тоже хорошо для бутылок пойдет. Че, как думаешь, если бы вы консоль не продали, дети бы играли бы в нее? Леха, а мы не продали. Мы ее подарили. А, нет, мы сначала подарили, потом что-то... Или нет? Да, мы ее купили, поиграли, потом подарили, а потом она в итоге, этот цветок упал там как-то сверху. В общем, с горшок целый с цветком упал на нее, и там повредился что-то такое. Потом я дал ее брату и говорю, починишь это самое. Ее, он говорит, там мастера сказали, там целый этот навернулся, короче, лазер. А так, да, играли бы. Ну, первый Xbox. Но мы, может быть, в нее не наиграли бы, я так скажу честно. В силу того, что там обновлять, наверное, надо было. Элой. Сейчас, подожди, братан, подожди. Подожди, ну как так-то? Ну я ж чё, правда, что ли, вот не улучшу? Шкура кабана, кость кролика. Это колчан со стрелами? Кость кролика. У меня есть косточка, друзья. Все, я скрафтил. Я скрафтил. А тут надо нам одну кость кролика. Это будет стрела. Есть дело. Ну, пора. Ты готова? Недорого. Да. Не-не-не. Все громче, чем я ожидала.
Ты еще не была так близко. Вблизи все кажется больше. Мы уже и джойстики продали, и игры продали. Привычным. Как дома. Ну, не знаю. Высший матриарх Тирса. Поможет. Еще вопросы? Как-нибудь совет напоследок. Последние наставления будут? Нет. Ты усвоила все уроки диких краев. Да я уже прокачался немножко даже. А не дикие края. И вряд ли лук и копье сильно мне там помогут. Луком и копьем ты добудешь то, в чем так нуждалась все эти годы. Ответы. Скажи, что меня ждет внутри? Там будут люди, праздник, танцы. Столько людей ты никогда не видела. Ни одна деревня не сравнится с этой. Это обитель высших матриархов. Если уж консоль себе брать, я сейчас думаю, то это надо что-то современное. Погоди. Хотя бы как минимум. Как я, когда был среди них. А они меня точно примут? Я же говорил, ребенок-изгнанник может пройти инициацию. И кто выдержит, тот будет принят в стан воинов. Я помню. Не все так строго следуют закону, как ты. Верь мне, Элой. Племя знает о твоем праве. Какой для тебя больше понравился? Исходя из чего? Исходя из геймплея или исходя из истории? Хотя там история длится. Там... Я просто вспоминаю. Там истоки вообще рассказано, как это создавалось. Одиссей — это раньше типа истоков. Это типа приквел. А Вальгалла — это... Там какие-то древние... Что-то я там помню. Да фиг его знает, честно сказать. Сюжет, мне кажется, там надо в единое все брать. Это вот так вот и размышляешь. То есть сюжет у всех как бы один. Просто в одном рассказана как бы одна история, вторая раньше начинается, вторая позже. Чисто из геймплея в динамичности это, наверное, Одиссейка. Но я ее не хотел бы сравнивать как, типа, что это Ассасин. Это как какой-то там вообще Супермен, летающий с кинжалом и всех убивающий. Я готова. Теперь увидим... Нету, мне кажется, разницы. Даже так. Меня там не будет, Элой. Вот. Вот, возьми. На память. В смысле меня там... но он же изгой. Ты как будто решил попрощаться навсегда. Нет. Нет. Твое место среди них. А я всегда буду изгоем. Но я же сказала, я все продумала. Я буду приходить тайком. Это я буду нарушать закон, не ты. Ты говорить со мной не будешь. Это привязанность ко мне обуза для тебя. Я хочу, чтобы ты стала частью племени. Ты больше не должна жить одна, Элой. Я была не одна. Ради тебя я ухожу туда, где ты меня не найдешь. Да. Мы прощаемся. Ну это жестко. Нет. Нет. Я умею читать следы. Куда бы ты ни пошел, я тебя найду. Не в этот раз. И в этот. И в любой другой. Ты его еще увидишь. Храни тебя, Великая Мать, Элой. Жестко. Веришь, что Assassin's Creed Mirage будет именно для фанатов старых частей? Я надеюсь, что это будет продолжение истории. Хотя, как там связь этих предтечей они держали с нынешним и прошлым миром, когда их уже не стало. Вот это вообще там просто трындец. И когда этот Локи, по-моему, да, там... это сейчас память напрягать.
Локи же вселился в этого Басима. Его отпустить. Лейлу заперли там с каким-то тоже предтечем для разгадки. А потом я пойду по его следу. Ну, короче, там мир наизнанку перевернулся. Фиг его знает. Я ради сюжета бы прошел бы, посмотрел бы, что они там придумают. Поворачивай назад. Или сдохни. Выбирай. Расступитесь! В сторону! Воины, расступитесь! Пропустите ее! Сердце матери открыто тебе, дитя мое. Пойдем. Большинство Нора не так грубы, как эти дурни. Вы Тирса? А кто же еще? Идем со мной. Я ждала... Это кому четки, что ли, приносили, нет? Мясо там? О, да. Но я должна ненадолго тебя покинуть. Нужно позаботиться и о других чужаках. А других? Посланники из другого племени, Карха. Пришли посмотреть инициацию, а Нора не любит Карха. Карха? Но это моя проблема. Мы с тобой еще поговорим. А пока наслаждайся праздником. О, впереди тебя поджидает старый друг. Ему не терпится тебя увидеть. Но я тут никого не знаю. Это ты ему скажи. Мы еще поговорим. Да хранит тебя богиня. Ну, это типа на современный лад, наверное, больше и Тор. Поэтому тебе заходит. А если исходить из первых там частей, то... Типа истоки еще куда не шло, но Одиссея вообще как в концепцию не вписывается. Ну, типа люди там же, получается, сила сверх там кто-то получает, а там вообще боги, понимаешь? Боги, блин, полубоги там. Так, ладно. Мне это нравится даже больше, чем сама. Что нам тут сделать? О, вот это дискач местный, да? Я стою на краю. Так, ладно, давай сохранимся. Это все, наверное, кто испытания будут проходить. Такие все задумчивые, типа охотники. Пышет, как лесной пожар. Ну, да, наверное, есть такое. Элой, это ведь ты? Подойди. Ты ведь Элой, да? Я верно запомнил твое имя? Ты старый друг, про которого мне говорила Тирса? Мы не знакомы. Вижу, ты меня не узнаешь. Она спасла его. Давно. Когда маленькая была. Я Тэп. Ты спасла меня от стада машин, когда была... Истоки тоже подходят. Я помню. Ты сказал спасибо. Я не забыл тебя. Надеялся вновь тебя увидеть. Вдруг придешь на инициацию. Как видишь, охотника из меня не вышло. Я в племени работаю швецом. Делаю одежду и доспехи. Знаешь, Элой, я подготовил костюм специально для тебя. Вдруг понравится. Сколько ты хочешь? Сколько? Ничего. Считай это благодарность за твой подвиг. Запоздалая. Сколько ты хочешь? Ничего. Во. Бесшумный охотник Нора средний. А, подожди, а какие тут... Вот, Нора воин. Достается вам бесплатно. А тут уже типа с резистами с какими-то идет. Тут типа скрытность. Мишка, ну что сразу-то уныло? Тут типа скрытность, тут, видимо, физики сопротивления. Смотри, Миша, не пройдешь, будешь швецом.
200 металлических пластин. А я могу, кстати, продать. Сердце пилозуба, талисман. Это редкий предмет, торговцы готовы заплатить за него бесценную цену. Из машин среднего размера. Все, Миш, я понял. Лучше не бери ту. Какую ту, бесплатную или которую я хочу купить? Я вообще думаю взять бесплатную пока и не париться. Потому что здесь интересно с резистом. Вот с этим вот. На физику по 5%. Ну, такое себе. Опять же, это, возможно, только начало. Бесплатно достаточно. О, прекрасно сидит. Спасибо, Тэп. У меня никогда такого не было. Ну а теперь есть. Этот костюм защитит тебя лучше, чем твой прежний. У всякой одежды свои преимущества. Так что приходится выбирать. Ладно, не буду тебя задерживать. Если тут типа стелс дает урон к пробиванию, то тут надо что-то такое выбирать. Дом ты сразу узнаешь. Я ж без копья особо. Деревянный, качаюсь. злобная толпа. Тирса говорила про посланников из другого племени. Да, это всех и взбесило. Карха вступили на нашу священную землю впервые за годы. Будут швыряться помидорами, а то и камнями. Надеюсь, что не копьями. Ну, в общем, будь готова. А как ее сравнение-то посмотреть? Защита от рукопашных, от дальнего. Так, защиту вижу, резисты. Поэкономнее, да, говоришь, быть? Хорошо, Миш. Я все равно не могу удержаться и... Так. Мне бы 2 очка навыка. Я попросил ее перестать. А, это он и есть торговец. Думаю, что там еще одно отображается. Мне бы привыкнуть вот к этому приключению. Типа банки. Че они, ноги сами в пляс идут? А живут как в Скандинавии, типа викинги, да? Неплохо. Пишет, как лесной пожар. Такая смешная мысль пришла в голову. Так, а тут есть с оружием? Туда. Мало того, что напился, теперь еще и по домам лазаешь. А что? Нельзя уже на чужую крышу залезть. Пойдем его упнем. Подожди. Живо! Ага, ты только того и ждешь, да, когда я шею сверну? Я жду, когда ты Слушайте и слезешь. запоминайте. Тебе дай волю, так Вы мне будете- вообще все запретит. Ладно, Эй, на-на-на. сидеть. И просижу. Танцуй. Я ловкий.
Заражение еще какое-то есть. Огонь, вода. Нет. Что там у нас? Огонь и резист. 4 резиста. Типа яд. Слушайте и запоминайте. Вы будете повторять мои слова, когда меня не станет. Вначале Великая Мать родила все живое. Люди, машины, звери — все это Лор. ее дети. Они мирно жили бок о бок в ее теплых объятиях. Но появились недовольные. Им было мало ее даров. Им хотелось большего. То были безбожники. Машины посулили, что станут им служить, что подарит им новый мир, лучше того, который сотворила Великая Мать. Мир из железа. Они обещали безбожникам, что будут делать за них все. Кормить их, укрывать. В начале игры было сказано, что предали богов. Там какое-то племя. Изобилие. И безбожники ушли вслед за машинами. Только истинные дети, матери и отцы Нора остались с великой богиней. Поначалу машины держали свое слово. Сейчас я, ребят, Они минуточку, построили пока слушайте. города, великие и ужасные, памятники их грехам. Но их служба продлилась недолго. Среди них появился король, машина невиданного могущества, железный бес. И тогда уже безбожники стали ему служить машинам. Но железному бесу этого было мало. Он хотел, чтобы все служили ему. Он попытался увести истинных детей от матери. Они воспротивились ему. Они собрались на склоне горы, прильнув к ней, и стали молиться так истово, как никогда ранее. Железный бес бушевал громче грома. Обуреваемый яростью, он явился к матери, чтобы убить ее. Но она сразила его намертво. Как вы и сами знаете, ибо его безжизненное тело до сих пор покоится там, наверху. Узнав о гибели своего короля, машины утратили разум и стали как дикие звери. Безбожники были вынуждены покинуть свои города и отправиться в скитания. Только мы остаемся истинными детьми Великой Матери. Мы делаем все своими руками, как завещала она. Машины должны быть истреблены. Из кусков железа можно что-то мастерить. Как там, друзья? Друзья, как сказка? Няться. Етор. Мы по-прежнему чтим ее законы. Мы мстим, чтим. Неплохо. Ибо на смену одной угрозе всегда приходит. Скажи, что ассасины, типа, лучше тамплиеров. Нам зарятся. Ну там, типа, нету ни хороших, ни плохих, но хотя бы ассасины пытались эту силу, которую получали другие злодеи, пытались убрать ее от всех других. А вот Мишанька говорит, нифига подобного. Он, короче, за тамплиеров топит. Что ты тут делаешь? Тихо. Мы с тобой не знакомы. Нет. Мне же нельзя торговать с изгоями. Ты часом не забыла? Как я могла. И как мило, что ты со мной говоришь. Ну, не надо так. Ты мне лук продашь? Знаешь, я буду завтра за тебя болеть и полюбуюсь на их рожи после твоей победы. И если тебе что-то еще нужно из припасов, обращайся. Ты в сердце матери? Думала, ты сюда не ходишь. Человек не может все время пить в одиночестве. Честно говоря, мне иногда не хватает общения. Вот, признался. Уж не суди строго. Не буду, если сделаешь... Я, говорит, без понятия. А ты другие части не проходил с лором-то? Как-то не знакомился? Встреча. Давай без этого.
Ладно, приступим. Там самые кровожадные, как я понял, вообще это предтечи, которые пытались воскреситься с помощью вот этих всяких ихних, ну, как они там, я уже забыл. У меня он яблоко и демон до сих пор есть, я там на аватарке с яблоком и демом. Но он все равно не продает, типа высокоточный лук и боевой лук у него имеется. И при этом все. Но удобства у высокоточного нет. Это медленный, но очень точный лук. Лучше всего использовать для стрельбы на большом расстоянии. Может быть модифицирован. Я бы его взял бы, но потом. Ну ладно, мне пора. Удачи тебе завтра, Айлой. И вот они манипулировали что теми эти предтечи. Нет, истоки первого. Я понял. Ну, типа, если ты с первой части, допустим, поиграешь там, ты поймешь там, в чем суть. Там, типа, ассасины пытались убирать эти яблоки-артефакты, которые остались от предтечи, а в истоках или, по-моему, в Одиссее, по-моему, будут... в какой-то, короче, серии рассказано, что когда лопнул мир этих предтечей, предков, да, кто владел этими всеми технологиями, то вот эти артефакты как раз-таки были разбросаны по всему миру. От того и Вальгалла, и разные типа миры, по которым мы проходим. Вот. И с истоков в одной части там вообще человек жертвует, чтобы типа планету спасти, в другой там ассасин. Это все за ассасинов. То есть убрать эти артефакты от тамплиеров. В другой части он себя замуровывает там в какой-то пещере, что ты потом узнаешь там уже в следующей серии. С этим артефактом опять, чтоб не получил. Ну, то есть взял ты яблоко и пошел себя запер, там где-то замуровал, то бишь помер. Ну, в каких-то частях, конечно, есть и такое, что и ассасины, типа, как это, одурманены были такой силой, и землетрясения там в городах вызывали. Вот, есть и истории там, что и тамплиеры, типа, хороший был. Это, по-моему, как раз-таки за Конора, что ли. Конор как раз-таки сын был тамплиера. Он пошел за ассасинов, типа, а его там... Ну, короче, там, ладно, это история такая. Зато мне игра... Зато мне игра ни за что не... Первых игр. Не, мне давало, мне там и Басима, еще кого-то. Я, то есть, с первой части покупал. Я реально покупал, когда была возможность. Первую часть, это, по-моему, 19-й год был. Первую часть купил по скидкам, потом вторую часть купил, потом смотрю, там через одну скидки идут... По возможности просто по скидкам брал. Вот как-то так. Сейчас, конечно, у меня закрытый магазин, я не могу там ничего вообще купить. Там надо как-то регион, что ли, менять. Скоро мы благословим инициацию. Но прежде воздадим честь гостям. Уже 2 года держится мир между нами и Карха. Пришла пора наладить торговлю с Меридианом. Эти посланники прибыли к нам для укрепления мира. Мир? Какой мир? Выражение благодарности. Написано рукой короля солнца Аввада. Его Сдайтесь вы! Дипломата. Подождите! Я Азирам, не Карха. Так что скажу прямо. Прежний король солнца был редко мерзой. Правда. Этот изверг угонял людей из моего племени так же, как из вашего. Мою родную сестру угнали. Я ненавидел Карха. Но 13-й король убит. Уж 2 года как. Кто его убил? 14-й. А 14-го 15-го и пошло-поехало, да? И не потому, что рвался к власти, а потому, что кто-то должен был положить конец этим злодействам. Да! Послание, которое привез бедный жрец, это извинение. Из уст 14-го короля. Пожалуйста. Ну дайте ему сказать. Спасибо. Выражение благодарности. Написанное рукой короля солнца Аввада. Его светозарности 14-го монарха
На том 8 человек. Он из гостей? Обнаружено неизвестное устройство? Это что такое? Зачем Тирса позвала сюда этих? Визор или другое персональное устройство подключено к защищенной сети. С VPN стоит гад. Такой же, как у меня. Мы присоединяемся к вашей молитве об избавлении. Я впервые встречаю кого-то, у кого есть визор. Где ты его взял? Что? Откуда? У тебя это устройство. Это невозможно. Ваше племя боится древних руин. До смерти. С чего ты взял, что я боюсь? Ну, видимо, нет. Раз шаришься в руинах Железного мира. Что с тобой? Извини. Просто сбой. Олин, уже с местными знакомыми? Вирус подхватил. Я сейчас приду. Стой! Нет, все потом. Идти надо. О, похмелье у него сильнее, чем я думал. А, вот что она. Эй, А я вирус. у тебя такая же побрякушка, как у Олина. С каких пор они вошли в моду? Его зовут Олин? Кто он? И где он взял такую штуку? Да он обычный собиратель. Просто со связями. Ищет артефакты, а потом пропивает их. Или проигрывает. А побрякушка? Ну, откопал ее где-то. А потом нацепил это старье на голову. Не обижайся. Тебе она идет. Я первый раз вижу такие доспехи. Ты не видела броню авангарда? Сейчас познакомлю. Кольцевые замки, ударопрочные, настолько, что пилозуб подавится. Авангард — это лучшие воины. Вот так вот, мужики. Описить под себя в такой броне надо. Телемашин. Даже воительницу племени Нора можем завалить, если что. С таким грузом железа на плечах? Вряд ли. Да, как сказать. На мой взгляд, мы с тобой друг друга стоим. Расскажи мне об Олине. Он такой интересный. Я начинаю ревновать. Ну, он шарит по руинам, выкапывает старье и сбывает его знати. Ориентируется неплохо. Вот поэтому он и возглавляет нашу экспедицию. Мы знакомы пару лет. Он верный товарищ, любит семью, с ним можно выпить, он мне по душе. А больше и сказать нечего. Так. Расскажи мне про Олина. Ориентируется неплохо. Подожди. Вот поэтому он и возглавляет нашу экспедицию. Мы знакомы пару лет. Повторно выбрал. Верный товарищ, любит семью, с ним можно выпить, он мне по душе. А больше и сказать нечего. Твоего друга чуть не закидали гнилыми фруктами, но ты всех угомонил. Ну да, сам этому удивился. Нора до сих пор злы на Карха из-за красных набегов. И неудивительно. Так, ладно. Мне пора на благословение. Да. Слушай, может, мне не стоит это говорить, но я вижу тебе не место в этом захолустье. Ты же умная, ты хороший боец, ну и вообще, посмотри на себя. А ты о чем вообще? Прям стелет, вообще не краснеет. Будешь в Меридиане, разыщи меня. Все расскажу, представлю, кому надо. Сможешь начать новую жизнь. Даже с сестрой тебя познакомлю. У нее связей больше, чем у меня. Ты же сказал, безумный король ее забрал и убил. Ха! Забрал? Да. Убил? Нет. Мою Эрзу так просто не прирежешь. Она сбежала, и теперь командует авангардом. Это целая история. Там сестра, наверное, похлеще в доспехах, да? В общем, мне тоже пора на благословение. Но еще увидимся, да? Это прям все расстелил тут. Ладно, а куда нам там дальше-то? 283 метра. Мне Карха не помешают наслаждаться правдой. Да и какое отличие. 6 лет назад Карху... Учит в школе, учит в школе, учит в школе. А я точно. Тара-тара-та-та-та, тара-та-тара-та-та.
Так, отправляйтесь на церемонию благословления. Смотри, а тут же показывают силуэты без одежды, да? То есть она их сканирует. Вот бы нам такой в реале визор, да? Еще фруктов ждете? Если честно, я думал, они кидали камни. Камни бьют больнее. Не ошибетесь. Если хочешь поговорить, давай лучше пока отложим это. Не хочу задерживать церемонию. Да и вообще не хочу сердить этих людей. Правильно, правильно. А то еще огурцами начнут кидаться. А куда мне? А. Надо подойти. Элой, становись вон туда, дитя. Молитвенный фонарь твой. Я его сделала. Святотатство. Сестры, дети мои, перед каждым из вас молитвенный фонарь, сделанный вашей матерью. Зажгите его. Это тот, который камнями нас кидался. Он писюн сидит. Помните, мы камень еще убили? В честь Раста. За все, что он для меня сделал. Великая Мать, услышь нашу молитву. Что есть дитя, как невоплощенная мечта матери? Маленький огонек, парящий над землей в дыхании ветра. Он будет плыть по небу, пока не гаснет и не упадет. Так от одного к другому передаются узы любви. Да, я считаю, что Раст для нас важнее, чем там ихняя какая-то богиня, там все остальное. Вон Олин. У меня есть к нему вопросы. Так, подожди, это у нас Олин? А, вон. Вала сильная. У нее Ну, Олин, Знаешь мое имя? Рен сказал. объясни, почему ты так странно себя вел? Это все праздник. Не люблю шумные сборища. Пойду лучше прилягу. Отвечай на мои вопросы. Ладно, не кипятись ты. Один стелился, второй что-то прячется, да, уходит. Где ты нашел визор? Впервые встречаю кого-то с визором. Где ты его нашел? В руинах, к северу от Жилы. Так мы называем земли озером. Их земли просто набиты железом. Озером? Стальные гиганты, погребенные в рыхлой почве. Пещеры, которые предтечи пробили в скалах. Заманчиво. Я нашла свой визор в такой же пещере. В руинах предтеч. Раз сама шаришься, и так все знаешь. Там и ищи свои ответы. Я при чем? Когда мы говорили, ты вздрогнул, как будто от боли. Или от страха. Визор что-то показал? Ничего он не показывал, я же сказал. Просто сбой. Часто случается. Бздит. Ты не умеешь врать. А ты всех подряд обвиняешь во вранье. Лишь тех, кто не говорит правду. Гнев и пламя. Я человек простой, мне скрывать нечего. Не веришь мне? Твои проблемы, не мои. Да блин, ну чё ж ты... Я ожидал от тебя больше. Кто ты такой? Что ты здесь делаешь? Зачем пришел к Нора? Эренду нужен был разведчик, а заодно собутыльник. Вот и все. Чтобы наш жрец не потерялся. Когда все кончится, снова займусь своими руинами. Буду шарить там детали и продавать свои находки. Ты исследователь? Я обычный человек. Всем надо как-то кормиться. Слушайте, а как коня тут это приручить-то? Когда? И все. Я ж понимаю, что это можно. Понимаю. Мы столько можем обсудить, а ты спешишь от меня отвязаться. Я просто не хочу тратить на тебя время. Друзей мне хватает. Я привыкла, что меня сторонятся.
Думала, ты не такой. Ничего личного. Он какой-то не такой, с визором за ухом. Наслаждайся праздником. Завтра большой день. Не трать свое время впустую. Вот брага получше, чем в прошлом. Короче, он что-то скрывает. Я так понимаю, что если у него желтенький визор, а у нас синенький, возможно, это как два враждующих племени. Одни, которые ушли, вот как по рассказам. Это предполагаю только, не утверждаю. Типа, одни, которые предали там кого-то там, богов, да, там и так далее. А другие, те, которые остались, типа, с матерью. Вот, возможно, также и визоры разные. Но это в предтечах. Да, не каждый год это делают. Зря я заговорила. Это у них там танцы-шманцы. Вжиманцы. Смотри, нет никого. Я бы сейчас уже схомячил бы ребрышки бы. Безродная погонь. Сейчас бошку оторву. Что ты сказал? Иди спать, изгой, пусть тебе приснится победа. Только во сне такое и может быть. А, так тут люди спят. А то при виде тебя подумала, тут выгребная яма. Ты? Тебя не должно здесь... Так. Смотрите, кого к нам занесло. Явилась безродная. Ха, у тебя до сих пор шрам от камня, который я в тебя кинул. Хороший сувенир на память. Ну и погонью же ты бываешь, Бас. Я вообще таких людей ненавижу. Хоть это игра, но их характеры, блин, где-то встречаются. Ты же не знала... Высокомерные. Хотя все равно твои молитвы не слышат. Ты позволишь Басту так себя вести? Я бы не стала. Мы видели, как ты болтаешь с чужаками. Неужели даже они не захотели тебя принять? Вот это да. А ведь ты мне снилась. Ты бежала на машину, сжимая копье в руке. Язык прикусила? А это твои эти... Просто не смеешь заговорить без моего разрешения. Смотрите-ка, даже хотела одеться, как Нора. Свинья в медвежьей шкуре. С тобой у нас дружбы не выйдет. Да никто не станет водить дружбу с изгоем. В сердце матери тебе делать нечего. А уж на инициации тем более. Уже чуешь? Сам понял, что проиграешь. Я всю жизнь готовился к инициации. Я тебя не боюсь. Я ничего не боюсь. Правда? Что же ты тогда так кричишь? Я помню день, когда подарил тебе этот шрам. Так это было приятно. Да. А уж какое у тебя было лицо, когда я вышибла у тебя из руки камень. Но вот об этом ты наверняка никому не рассказываешь. Я наградил тебя позорным клеймом. Ты только сделал меня сильнее. Подожди. Сам увидишь. Ну да, скучно с тобой. Все, Баст пошел спать. Это я тебя завтра удивлю, дикарка. Не ты. Слился. Заткнешься? Вот бы удивил. Так, ложитесь в кровать и... Хорошо, ты ему выдала. Теперь он заткнется. По крайней мере, до утра. Кажется, мы не знакомы. Я Элой. Да я знаю, кто ты. Соперница. Остальные-то, конечно, пройдут. Ну, как-то. Но победить можем только Баст, ты и я. Вала. Приятно познакомиться. И да, я намерена победить. Никогда не празднуй победу раньше времени, дитя. Мать всегда так говорит. А теперь ты извини, я ложусь спать. Надо же все-таки набраться сил, чтобы завтра тебя уделать. Что за испытание это, друзья? Я, наверное, офигею, да, от них? Спасибо. Так, у меня там сынулька школа. Сейчас я, ребят, минуточку, я извиняюсь. Пойду провожу.
Так. Все, иду. Идем. Отправляемся. Спасибо за поддержку. Спасибо, ребят. Как тебе в сердце матери? Довольна? Впервые спишь в доме Нора, тут все под одной крышей. Удобство и развлечения. Вот что. Удобство. Я честно не знаю, влияет ли потом на сюжет, Ты как моя мама. типа сердце, кулачок, либо Нравится, ты всегда можешь ум идти. применять. Ну а пока... Как это повлияет? Надеюсь, что никак. Идем готовиться, да? Ну, стопудово кого-то заколоть. Какую-нибудь машину там. Воины, приготовьтесь! Что мне сделать, чтобы от тебя избавиться? Рот, наверное, закрыть. Не знал, что я здесь. Разбился твой трофей, изгой! Придется раздобыть новый! Хорошо. И еще раз. Есть! Быстрее, давай! Надо их догнать. Так я, по-моему, взял трофей. А я не пойму, я неправильно делаю, что ли? Ой, я что-то не то сделал. Надо их догнать. Я взял, почему-то начал... Главное дойти до конца. Все дошли, кроме изгоя. Где она? Она была за мной. А я думал, дойдет.
Ты последняя. Можешь уже не спешить. Победит Баст или Вала, но воином ты станешь, если дойдешь. О, стой! Это старая тропа. Двое недавно погибли. Там опасно. Все же лучше быть последней, чем мертвой. Воу-воу-воу-воу! Ты что, чокнутая? Убьешься ведь! И дальше не будет легче! Это же верная смерть! Назад пути нет. Остановись! Не надо! Полезай обратно! Кто ведет? Я не вижу! Бас, а за ним Вал. Ну давай! Быстрее, шевелись! Вперед, вперед! Ой! На старой тропе? Она свихнулась? Хорошо, я их догоняю. Смотрите! Изгой их догоняет! Как она туда забралась? Получилось. Так, теперь куда? Юр, спасибо за фоллоу. Добро пожаловать. Мы с самого детства. Их учило племя, а меня учила жизнь. Давай, давай, бежим, бежим. Давай, покажи им всем. Давай, давай, ты сможешь. Она не победила! Она жульничала! Изгой стал победителем? Нет. Она не изгой, а воин. Ты смогла. Как и вы все. Осталось возложить трофеи на алтарь. Уделала, да, просто? Прежде изгнанная, а теперь воин, стала среди вас первой. А это все ради того, чтобы узнать, кто ее родители. Ведите огонь, пока наши не подойдут. Надо уходить. Там выход. Но под огнем не добраться. Мертвые не стреляют. Отвлеки их, а я подберусь. Баст! Баст! Ты с нами? Я с вами! Пошли, давай! Их много! Нам конец! Их не сдержать! Перебей врагов. Умри, убить святотатцев! Убейте их! Они сильны! Не отобьемся! Тихо, тихо. Блин, дай листочек взять, это аптечка моя. Быстрее бегите к тросу. Убейте всех, чтоб никакой им пощады!
Держитесь рядом. О нет, берегитесь! Их все больше! Сколько их? Берегитесь, они идут! Их много! У меня вопрос, а они-то будут драться, нет? Их не сдержать! Великая мать, помоги! Смерть захватчикам! Это же просто дети! Прикончите их! Смерть захватчикам! Они сильны! Не отобьемся! Убить святотатцев! Их много! Да. Нам конец! Тебя нет! Иди сюда! Так, есть зелье. Блин, опять только я цветочек этот беру, аптечку. Давайте, спускайтесь, пока можно. Вернись! Вала! Нет! Сейчас рыжая сдохнет! А ну-ка, вперед! Чужаки! Сейчас ты узнаешь! Почти нельзя скрыться! Убейте ту, за которой мы пришли! Что, за нами, что ли, пришли? Я фиг его знает, ребят, честно, правильно, неправильно, но типа отбиваюсь, может быть, там надо было уже убежать 5 раз. Взял пушку. А, у него такая штука.
Обрати свой лик к солнцу, дитя. Раст? Нет! Сожгите все. Исполните долг. Повинуюсь. Офигеть, а где все племя-то? Элой. Элой. Выживи. Не, четко, четко прям захватывает. Ну там здоровый какой-то реально тип. У него шарниры прям в глазах. Там не зрачки, там реально шарниры. Над чем-то, под чем-то. Она умирает. Воспоминания. Туда нельзя! Это кощунство! Она должна быть рядом с матерью. Элой, прости меня. Обрати лик к солнцу, дитя. Раст. Русланчик, приветствую, хорошего дня. Когда у нас с тобой будут уроки? В шрифте, в картинках. Если что, пиши. Надо выбраться. Как ваши дела? Смотри, у него, кстати, шрам пропал. Мой визор. Нет. Да, у нее реально шрам пропал. Их рыжая. Их. Раст меня спас. Наверное, меня нашли и перевязали раны. Но почему тут никого нет? Где я? Чё, ХЗ только вернулся? 9 уровня. Нужно найти визор. Далеко было, Руслан. А, в данный момент меню недоступно. Ладно, ищем визор. Что-то оно прям как-то... Не, зачетно, зачетно. Типа испытание, видите, какая-то штука тоже. А зачем они напали? Зачем, типа, именно рыжий убить? Или всех вот этих воинов поубивать? Надежда, хорошо. Какой смысл-то им? Другому, я имею в виду, племени. Если другие пришли с договором. Вот он. Работу стоматолог мучил. Блин, я боюсь, мне тоже надо к стоматологу, а иначе я вообще без зуба буду.
Я внутри священной горы, но сюда же пускают только... Я боюсь. Я вообще их не люблю. Я не вижу тут своего лука. И поврежденного визора, который сняла с того убийцы. Где они? Узнаешься, Мишань, я понял. Нет, вот я заметил, что у них визоры, вот у нее синенький, вот, светится, а у того желтенький. А у этих, походу, красный. Тут, ну да, я понял, Миш. Не спеши, не торопись. Я не тороплюсь, но любопытно, любопытно. Я поймала какой-то сигнал. Причем стой. Тут если посмотреть, тут нету. О, там что-то есть. Вот он. И остальные мои вещи. Тест. Лук. Ну-ка, что ты мне покажешь? Вот, смотри, она вторую какую-то фиолетовую включила. Красный. Красный, да. А там у другого желтый был. Всем командирам приостановить раскопки и проследовать к цели. Избегайте контактов с дикарями Нора. Если вас заметят, убейте свидетелей. Вот изображение цели. Не подведите. Какой цели? А, из DLC этот, как он там, замерзший, дико замерзший. Визард. Как он там? Меня видели через визор Олина. Как это возможно? Тогда быстрее. Я иду. Проводится опознание. Слушать теперь надо не Теда, а меня. Это ясно? А это откуда? И кто? Схожесть. Ты моя мать? Меня хотят убить, потому что я похожа. Элой, ты очнулась. Офигеть. Вы? Скорее, идем со мной. Куда? Туда, где ты родилась, Элой. Хотите сказать, я родилась здесь, внутри горы? Проще будет показать. Только не надо мне это без одежды показывать. Провидицу, пожалуйста, не надо. А там чего? Ну, закрыто. А вот это вот отметки, охотничий лук, это урон, что ли, 4? Или что это такое? 4. 4 удобства, 4. Что это? У некоторых типа больше можно быть, но зачеркнуто именно определенное количество. Зачем я здесь? Мы думали, ты умираешь. Умереть возле матери — великая милость. Лэнзера была, конечно, против, но Джеза меня поддержала. Они, короче, нас морг принесли. Я ее увижу? Мне трудно объяснить. Просто идем со мной. Она мать, как я, только с короткими волосами? Нет, ты заблуждаешься. Тебя родила не женщина, Элой. Твоя мать сама гора. Я... Что? О
чем вы говорите? Идем. Может быть, та схожесть была, это был другой ребенок? Тоже от горы рожденный или от чего-то там? Что это за место? Сейчас посмотрим. Великий зал. Здесь мать сразила железного беса и родила тебя. Элой, побоище на инициации стало лишь первым несчастьем. Воины, которые пошли за убийцами, попали в засаду и в плен. Какая связь с тем, где я родилась? Я надеюсь, прямая. Здесь мы тебя нашли. Мы услышали плач, пришли, а ты лежишь. А кто это сделал? Я лежала здесь? Да. То есть я родилась за дверью? Именно в это я всегда и верила, что ты явилась из утробы горы, что ты дар от богини-матери. Но другие, как Лензра, считали, что ты порождение темных сил. Не дар, а проклятие. Но это не богиня. Элой! Это дверь. За ней есть люди? Моя мать? Проводится опознание. Глаз богини. Да какой богини? Там технология. Сканер глаз богини, говорит. Альфа-реестр поврежден. Невозможно подтвердить личность. В доступе отказано. Нет, нет. Пожалуйста. Элой, с тобой говорила богиня. Она тебя знает. Вы не слушали? Она меня не узнала. Это из-за порчи. Богиня мне так сказала. Если ты снимешь эту порчу, она сможет тебя разглядеть. И как мне это сделать? У тебя были видения. Женщины с короткими волосами. Меня хотели убить из-за сходства с ней. Их сила слишком велика. Но, может, есть другой след? Олин. Это один из чужаков на церемонии. Убийцы увидели меня его глазами. Он из Меридиана. Тебе надо покинуть священную землю. Я всю жизнь была в изгнании. Мне не привыкать. Есть другой путь. Идем. Сейчас увидишь. Короче, они в железном мире. И вот это все получается, пока я понял. Что случилось? После побоища на инициации мы отправили за убийцами войска. Вернулось меньше половины. И вот эти искренне считают, что это богини, хотя это тоже железный мир. И как же так вышло? Убийцы были не одни. Они как-то подчинили себе машины, извратили их, свели их с ума. Так убийцы сбежали? Да. И теперь мои сестры согласны лишь петь песни искупления и молить Великую Мать о милости, вместо того, чтобы самим искать спасение. А вы что предлагаете? Это и предлагаю. Показать тебе, где ты родилась, и отпустить тебя в путь, чтобы ты исполнила свое предназначение. Нас ждут высшие матриархи. Я сама с ними поговорю. Она знает? Знает. Я показала.
Сестры, богиня говорила с Элой. Она велела ей снять порчу. Но как она это сделает? Ей придется отправиться... Если компьютер не работает, друзья, снимите порчу с него. Так сказала богиня, значит, так надо. Избрать искателем — это отродье! Сестра! Не спорь, Лэнзра. Хоть сейчас. Это будет ваш грех, не мой. Отправьте ее на поиски и пусть не возвращается. Элой, священной милостью богини мы провозглашаем тебя искателем племени Нора. Теперь ничто не помешает тебе исполнить свой долг. Да хранит и оберегает тебя Великая Мать. В добром. Жалко только Раста. Подготовлю все для песнопения. Не верил во всю эту хворь с технологиями. Не был никаким искусственным. Чисто мужичок. Мы надеемся на тебя. Охотничек. Ну вон, есть же воины, чё они не защищали-то? А что значит искатель? Это ты, а это твоя метка. Высшие матриархи в час нужды могут избрать искателя, достойного воина, который отправится на великий подвиг. И неважно, как далеко ему придется уйти. Даже за пределы священной земли? Да. И ты сможешь вернуться, достигнув цели. Или когда будет нужно. О, тут, короче, ну давай, конечно. А другие искатели были? А были еще искатели? Были, но немного. И большинство из них так и не вернулись назад. Раст был искателем? Неудивительно. Нет, не искателем. Что вы от меня скрываете? Сейчас не время, Элой. Может, в другой раз. Я могу идти куда хочу? Без ограничений? Даже в запретные места, в грязные земли, укрытые от взора богини. Или руины Железного мира. Ясно. Мне вот даже интересно, где у них города. Города были железные руины, как я понял. И вот это вот взор матери, это тоже тот же искусственный интеллект. Ну, типа сетчатка, сканирование, как у них там. Железный мир, те же племена. Только надо, короче, дальше просто смотреть, и мне кажется, все поймем. Что вы сделали с телом Раста? Тут племена, тут нет городов. А может быть и будут города, не знаю это. Осталось. Но что нашли, мы похоронили там, где он тебя вырастил. И цветы посадили. Спасибо. Почему земли, куда не ходят Нора, зовут грязными? Надо поговорить, разузнать. Наша земля священна. Мы живем под присмотром великой богини, матери всего сущего. А за пределами лежит грешная земля или земля падших. Вот почему нам запрещено уходить отсюда. А кто вам это сказал? Для тебя защитит. Кто вам этот глаз сказал, что она священная земля, отсюда нельзя уходить? Прям вот какое-то у них поверье. Почему нельзя ходить к руинам Железного мира? Это скверные места, Элой. Страшные, грешные. Как и дети железа, их построившие. Когда они восстали против Великой Матери, ее гнев снес их города, но не смыл их греха. Над руинами витает их древняя злоба, пятная всякого, кто дерзнет туда войти. Но я была в таком месте. Внутри оно почти такое же, как гора. Не может быть. Может. Но И там люди есть, да? мне просто не дано. Ну, типа через сканер. Надеюсь, ты сумеешь познать истину. Они как будто, типа, в прошлом, вот сейчас у них настоящее, а как будто у них в прошлом было больше технологий и понимания об этом, чем сейчас они в настоящем. Как то чувство, как будто вернулись в старый мир и какая-то сетчатка. О,
там в ухо там одел, там увидел, начинаешь, ну, типа с ее стороны, она начинает понимать, что с этими визорами люди больше начинают изучать. А эти верят как будто, ну это типа как он взять, я не знаю, мышку и молиться на нее. Нифига, она светится, там лазерный ну типа того. Как бы это прикольно, прикольно. Ладно, давай еще что-нибудь спросим. Людей пострадало. Может, я могу чем-то помочь? Сейчас главное — исполнить то, что предначертано тебе Великой Матерью. Я понятия не имею, что мне предначертано. То я тоже так думаю. Это. Впрочем, если ты чувствуешь, Элой, что часть твоей задачи — помочь племени, так и поступи. В объятиях найдется много людей, кому нужна помощь. Она говорит, что ей предначертано это матерью, то есть этим интеллектом. Я хочу сказать, надо Wi-Fi там отрубить, потому что у меня телефон рядом тоже лежит и включенный Wi-Fi, и когда сплю, мне такие вообще снятся сны отвратительные. Я бы, наверное, тоже как провидец потом ходил бы и бубнил еще полдня, что я там видел. То мне обезьяна за жопу кусает, то еще какая-нибудь фигня отснится. То там что-то за женой куда-то побежал, что-то кого-то вообще там вспомнил по своего детства, друга взрослым. Короче, такая вообще муть. Так племя отправило воинов на поиски убийц. Все Wi-Fi, да, виноват. Но их ожидала засада. Немногие спаслись. Почти все они ранены. Где убийцы, знаете? Нет. Но спроси Варла. Это воин, который охранял врата. Ну да, у них типа... Вырвался из засады. Он может знать. Это который сказал, как мне от тебя избавиться. Вот этот вот, наверное, чувак. И вот, кстати, я не помню, они убили, нет? Да, типа у них был как киберпанк в прошлом, а сейчас они как будто в каменный век попали. И некоторые вот из них, как Элой и остальные же с ними, пытаются обо всем этом разузнать. И понимают, что это. Наверное, мне пора. Это не совсем чуждо, это им под силу понимание. А эти спят рядом с Wi-Fi, им всякая хворь снится. Он укажет путь до Меридиана. И мать, говорит, там указала. Если кто-то из Нора будет тебе... Я шучу, конечно, друзья, я не знаю, что там дальше. Хорошо. Спасибо, Тирса. Спасибо за все. Кому там надо дать понять, что мы искать. Великая мать, дитя. Люди Нора, скоро мы начнем. Очистите сердца, Слушай, ну если вот так, ребята, которыми навлекли на себя эту втягиваться в сюжет и... за голоса матриарха. Мне интересно Вон та девчонка. Она все-таки выжила. послушать, Это я беру в дорогу. выжить. Она еще и спасти хотела ваших этих. Кто там они, охотники, дети чьи-то? Она многих спасла. Повезло нам с ней. Ну вот, хоть кто-то это оценил. Там у нее такая пушка была. Правда, балансировку ей провести, чтобы поточнее стреляла. Как со снайперской. А так что-то напоминает в виде минингана, или как он там. Так, стой. А у меня 2 очка навыка. Я могу? У меня даже 4 очка навыка. Так, а при прицеливании из любого лука, чтобы посадить тетиву. Что-то там. Тут надо 3 очка еще, да? Тетиву еще одну стрелу до 3 стрел. Это хорошо. Это дальнего оружия прямо с веревок. Что у нас тут? Чувствую, как будто будут там куча-куча веревок. Да, давай сначала, я думаю, стрелы. Тут и нет никакого ограничения. Потом что-то будем попутно собирать. Потому что с копья я точно, друзья. Вот еще рогатка, как вариант. Там бомбочками швыряться. Мне бы костерок бы где-то засейвиться. Ловушки. Ходим мы теперь где захочем.
Куда захочем. Волосы теперь 100 лет не высохнут. А вообще, я так думаю, что там вот эта вот бабушка провидица, вот сейчас еще такие мысли. Она говорит, со мной говорила, типа, это, ну, кто-то там, да? Вот. Почему у меня стрел 40 показано? А по факту одна. Элой! Тэп? Хвала Великой Матери! Ты жива! Ходили слухи, но не знал, можно ли... Что там телепорт у этого глазка. Так рад, что ты жива. И ты носишь ту нику, которую я для тебя шил. Я польщен. Короче, вот этот глазок, где сканирует, возможно, когда он распознает ДНК или как-то сетчатка, почему там по лицу, то идет телепортация. И, возможно, Элай сюда просто подсунули. И когда это типа жрица, да, там, как они там, матриархи, да, она со мной говорила, там, туда-сюда. Возможно, кто-то просто телепортируется и пытается с ней пообщаться, а она думает, что, нифига себе. Ну, я так. Мне надо за врата. Ты хоть представляешь? IQ на 10 повысилось, сразу догадки в голове. Нужно пройти. Тогда обратись к Рэшу, он на стене. Это наш новый вождь. Но я не уверен, что он поможет. Рэш? Почему Рэш не поможет? Ну, он говорит всякое про тебя. Что я безродная шваль и изгой? В таком духе? Да. Я не рад, что его выбрали вождем, но Сона не вернулась из похода. Говорят, что она пошла по следу убийцы одна. Кто это Сона? Сона была вождем, но после сражения она пропала. Ты не видела ее в сердце матери? Высокая, худая, темнокожая, с белыми волосами. Ее дочь проходила инициацию и погибла. Вала ее дочь? Да, была. Вот. Я сори, типа, соседи где-то сверлят. Это точно. А какие слухи ходили? Что тебя ранили, и ты при смерти. А потом высший матриарх Тирса настояла, чтобы тебя отнесли исцеляться в гору Великой Матери. Сколько было шуму! Туда ведь никому нельзя, кроме матриархов. Но ты заслужила честь. Выжившие рассказали всем, как ты за них сражалась. Там я не одна сражалась. Да. Они рассказали про Баста с Валой. Да. И Раст, кто меня вырастил. Он спасал меня и погиб. О нем вроде бы не говорили, но я его помню. Он был с тобой, когда ты меня спасла. Я помню, он тогда заслонил тебя, когда мой отец стал кричать. Ведь его смерть не была напрасной, Элой. Он спас тебе жизнь. Так, ладно, что еще? Так, что там опасно? Объятия так опасны. Убийцы еще там. Нет. Давно ушли. За ними отправилось войско. Вала, говорит, Вала пошла. Угодила в западню. Взяла бы Хила с собой. Какая-то власть над машинами, как зараза, которая заставляет повиноваться. И эти их машины теперь рыщут в объятиях? Да, они там есть. А за пределами дела обстоят гораздо хуже. Поверь мне, сейчас не время для путешествий. Так, а давай последний, наверное. У тебя лук и копье, Тэп. Ты же швец, а не воин. Наши воины все мертвы или ранены, Элой. Кто-то должен стоять в дозоре матери. Вот я и вызвался. Ничего, справлюсь. Мне главное, чтобы не пришлось идти по пути испытаний. Почему он, блин, швецом стал? Ну, он тогда сорвался, типа, не прошел, что ли, из-за этого? Храни тебя, богиня. Можно еще раз повторить, и будешь воином. Нормальное телосложение, спортивного.
Швец, говорит. Наши сильнейшие воины. И пусть себе. Говори, я слушаю. Говорят, Сейчас я вас тут. бродит Подсумок с лекарствами, говорит, полный. Танин сводит машину с ума. Откуда он взялся? Прорывался сквозь врата объятий. Кто сказал? Варл и его стражи пытались его задержать, но демон силен и пробил. Вот и демон, блин. Ему вообще защищать все врата. Оборону надо укреплять здесь, в дозоре матери. 8 групп прибыли с сердца, чтобы спеть У меня песнь уже много искупления. вещей. Остальные в пути. Хорошо. Все истинные Нора примкнут Так. к песнопению. Она еще здесь. Мне плевать. Откройте врата. С какой стати я должен слушаться всяких изгоев? Меня выбрали искателем. Открывайте. Тебя? Искателем? Вот как он выжил? И Джеза ополоумели? Сперва допустили безродную до святого обряда, а потом даже притащили внутрь священной горы. Они навлекли на нас проклятие, и теперь наши дети в каменных курганах. Если Тирса и Джеза во всем виноваты, может, пойдешь и скажешь им это в лицо? Или ты такой смелый, только пока их нет рядом? Я вождь племени Нора. А я искатель. Делай, что говорю. Открывай врата. Чем быстрее ты уберешься, тем лучше. Что это? Что это такое-то? Демон! Тревога! Великая мать! Что он с ними делает? Пущеняет. К оружию! Что за беду ты навлекла теперь, безродная? Убейте их! Убейте их всех! Воины, приготовьтесь! Сегодня мы сразимся с проклятием! С демоном! Великая мать, дай нам сил! Сейчас начнется. Надо... Вот он. В атаку! Осторожно! Бегуны взбесились! Что-то я ему не могу идти. Блин, у меня контр же. Елки-палки, перепутал кнопки. А куда тут, блин? Перегрелся, что ли? Че кони тут эти?
У второго отряда убийц на инициации была такая же тварь. Чё, ладно, я прям напрягся. Управляла всеми бегунами. Сейчас узнаем. Как же она управляет На наших другими машинами? погибших. В чем секрет? Показывай. Ну-ка. Ты их подчиняешь. Только как? Вот. Вот этой штукой. Она соединяется с визором. Так, Вот эта труба на ухо, да? Соединяется. ну попробуем. Если это прикрутить. Держится вроде. Проверим. Элой, как ты это сделала? Ты убила демона. Вырвала из него потроха. Я поняла, как он их Так себе его. подчиняет. Мне так кажется. Но нужно попробовать. Ну, на тропе, ведущей к вратам объятий, всегда много бегунов. Точно. Все равно я направляюсь к вратам. Мне надо найти Варла. Я всегда знал, что ты не такая, как все, но Но что? теперь, думаю, тебя послала богиня. Чтобы Рэш не болтал. Спасибо, Тэп. Мне пора в путь. Я знаю. Буду за тебя молиться. Ох, братан. Хорошее имя для этих Воины, нужно починить врата немедленно. Мне все равно, как вы это сделаете. Приступайте. Нормальная заява. Запас карман не тянет. Доступны новые протоколы перехвата. Так, мне бы еще, знаете, попробовать где-то медикаментов увеличить сумочку для них. Да, то бишь, чтобы... Осколков дофига. Опробуйте перехватчика бегуном. Ладно, я пошел. Нужно опробовать это устройство. Посмотрим, что оно умеет. Не-не-не, я все, я хочу это самое, пойти покушать, друзья, пописить там, все дела сделать, я сохранился еще раз. Вот. Но в целом нормально, мне заходит. Единственное только, да, я еще не настолько, как это, профитный в стрельбе, но попробуем что-нибудь из этого выжить. Сейчас главный лук качнем, этот, перки. А потом посмотрим, может быть, и какой-то посильнее. Потому что я читал вот из DLC, если мы возьмем, вместе вот набором выживших, основан на различных племенах. Костюм следопыта Шторма, мощный лук племени Карха, набор. Лук Карха, по-моему, есть. И вот, костюм первопроходца и бронебойный лук племени Банук. Вот, я вот о чем я говорю. А я его ни разу не видел. То бишь я один лук-то вижу, что вот он есть, а второго-то я даже и не вижу, что его купить-то где-то как-то. Ладненько, ребятки, спасибо вам, спасибо, что забежали, спасибо, что поддержали. Сегодня прям с утреца на 3,5 часика, ну практически 4, там без 10 минут. Вот, рад был всех видеть. Увидимся с вами, у нас сегодня, кстати, пятница, да? Да, на выходные не гарантирую. Все может быть, но не гарантирую. Увидимся, значит, где-то в понедельник. Продолжим наше путешествие. Всем здоровья и добра. С вами был Мишаня. Спасибо вам за поддержку. Хорошего дня. И пока-пока.